Всем привет, друзья! Рад вас видеть на своем канале. Спасибо, что заходите, спасибо, что смотрите. Я вот спустя 3 недельки уже смог выехать до избушки на УАЗике. Предыдущий раз сделать это не получилось, так как снега было полным-полно. Сегодня уже снега практически нет. Надеюсь, вам ролик понравится. Пишите, комментируйте, подписывайтесь, кому интересно. Всем приятного просмотра. За 3 недели здесь все очень быстро растаяло. Я думаю, здесь будет грязно. Так, что у нас в предбанничке? Доска, вижу, сохлась уже, щели появились. Все как было, так и осталось. Все сухо здесь. По поводу стола. Решил я все-таки эту доску не использовать на столешницу. Она у меня вся дырявая. Не слишком удачно я, в общем, подобрал заготовку. Когда начал пилить, увидел, что она уже все поедена. Такую использовать на стол не особо, конечно, хочется. Неприятно. Нужно это все будет заливать, потом шлифовать. В общем, проще привезти хорошую доску из-под пилорамы и сюда ее установить. Так что, друзья, столик я чуть-чуть попозже сделаю. Начинаю делать скамеечку. Вот я сейчас сижу на стуле, замерю высоту, и у меня скамеечка будет тоже примерно такой высоты. Вроде бы удобно, как бы, да, нормально, удобно, облокотиться можно. Вот на высоту стула буду делать. Все, ладно, буду приступать. Примерная высота будет 43 сантиметра.
отключился. Построгал я доску рубанком. Это единственный инструмент, который у меня работает от бензогенератора. Бензогенератор бывает глохнет, потому что он у нас мощностью 1 киловатт и рубанок тоже 1 киловатт. Ну ничего, он когда прогреется, вроде бы рубанок запускается, можно работать. Главное прогреть. Ну и там на половину нужно будет воздушную заслонку закрывать, потому что больно тяжело ему стартовать. Вот так вот. Пару раз бегал, снова запускал. Ну ничего, вроде получилось. Две ножки тоже я напилил по размерам, отстрогал. Вот они все дырявые. Вот так вот она будет. Вот две ножки. Потом косынками сделаю, разопру и хорошо. Вот, появилась у меня эксцентриковая плоскошлифовальная машинка. Тоже от аккумулятора. В прошлом ролике я говорил, что уже перехожу на электроинструмент, который работает у меня от батареек, то есть не от сети 220 вольт. То есть вот, допустим, взаимозаменяемые аккумуляторы подходят, они у меня и на циркулярку, и вот на эту плоскошлифовальную машинку. Вот, 18 вольт. Здесь подошва на липкой основе, то есть вот эти можно будет менять. Здесь вот есть прорези небольшие, чтобы была вентиляция, чтобы наждачную бумагу не забивала. Вот, наклеивается. Ну, что тут? Регулировка есть. Вот, кнопка запуска. Включаем. Здесь небольшой тумблер. Обороты можно регулировать. То есть надо вот если на самый максимум, на девяточку, на шестерку и пошел. Вот 9000 оборотов здесь. Вот есть специальный мешочек, чтобы отводить пыль. Так, сейчас покажу. Вот, к слову говоря, еще гайковер приобрел. Вот мешочек идет в комплекте, специальный мусорный. Все, надеваешь, шлифуешь, и пыль у меня, получается, скапливается вот сюда. Вот так вот. Вот это тоже гайковерт. В преддверии у нас начала сезона. Буду возить в УАЗике. Потом попозже расскажу. Ну, шлифует довольно хорошо. Поставил я наждачную бумагу, так, R60. Пройдусь ей. Потом у меня вот есть R120. Ничего, вроде результат хороший. Хорошо шлифует. Так, масса у нее килограмм 150 грамм. Так, 9000 оборотов и 18 тысяч колебаний. Вот так вот. Ну и диск здесь на 125. Ну, то есть на простую УШМ, болгарочку можно еще использовать. Вот так вот. Ну и тут все взаимозаменяемые аккумуляторы 18 вольт. У меня уже много инструментов накопилось. Это циркулярная пила, вот ударный гайковерт. Машинка шлифовальная, болгарка дома еще лежит. Вот так вот. И все у нее аккумуляторы подходят друг к другу.
Все, доску я отшлифовал. Сейчас буду прикручивать ножки. Машинка, имейте в виду, не вращается вот так, как болгарка, а это именно создает колебания, то есть она вот так вот. Очень хорошо шлифует. Вот очень рад, что появляется инструмент. Вот быть бы у нас он раньше, были бы у нас возможности еще больше. Вот, ну, так вот получилось. Пылесборник работает хорошо. Вот смотрите, пыль какая. Эту пыль можно, кстати, использовать. Вот я космофен покупал, но, по-моему, я его увез. Вот, когда на доске есть следы короеда, можно вот эту пыль как раз класть вот в это отверстие, космофеном капаешь, все моментально высыхает, и вот этой же машинкой зашлифовываешь, у тебя вообще все четко, как будто и не было. Прикрутил я ножки, закрепил на 3 самореза, их углубил. Вот, в следующий раз возьму космофен, которую я, оказывается, все же отвез. Вот, сюда пыль капну, зашлифую, ну, как я вам говорил. И здесь утопил. Вот так вот. Высота 43 сантиметра ровно получилась. Теперь хочу сделать косынки. Вот, будет выходить она, получается, с самого низа и приходить в центр. И там также. Вот как-то так. И у меня ножки будут очень закреплены крепко. Не будет скамейка расшатываться. Ну все, лавочка готова. Укосины я сделал. Вот. Вот здесь можно будет в дальнейшем постелить какой-нибудь изолончик, допустим, мягкий, с кожей обтянуть. Либо какую-нибудь шкуру постелить, чтобы можно было зимой, допустим, присесть на лавочку, чтобы не мерзла 5-я точка. Ну, либо при желании можно даже, знаете, будет покрасить каким-нибудь светлым лаком, либо пропиткой для дерева. И все, можно будет пользоваться. Получилась хорошая высота, то есть не надо наклоняться, сразу хорошо вот облокотился. Да, нормально, спина не устает. Ну все, у меня скамеечка готова. Первая встала, она вписалась очень хорошо, красиво. Все, главное, устойчиво, не расшатается. Вот, в следующий раз нужно будет
доделывать вторую скамеечку. И хотелось бы, конечно, уже закончить столом. И на этом все. Надо будет заготовить доску хорошую, пропустить на пилораме. Эту убрать, она вся дырявая, не годится. Вот так вот. Ну ничего, скоро уже, друзья, будет конец. Закончим предбанник и будем уже ходить в баньку. Примерно вот так вот будет. То есть двое, там двое. При желании можно втроем посидеть. Чай будет у нас стоять. Будем выходить из баньки, отдыхать. Пить чаи. Вот. Испытал я уже гайковерт. Крутит, в принципе, неплохо. Для небольших задач самое то. Но, скорее всего, какие-то закипевшие гайки, болты открутить не сможет. Гайковерт это ударный фирмы Redwerk, как и весь мой инструмент. Вот. По паспорту у него 250 ньютон крутящий момент. И число ударов на холостом ходу 4400. 4400 ударов в минуту. Так, ладно, пойдемте испытаем его, допустим, сможет ли он открутить гайки на УАЗике, на колесе. Ударный гайковерт выглядит таким образом. Здесь ничего лишнего. Кнопка реверса, почасовой, против часовой, кнопка, подсветка, все. Никаких регулировочных шайб. Вот у меня советский набор головок. Подошло все идеально. Вот. Не будет такого, что вы купили и у вас головки, которые остались, допустим, от старого набора, не подойдут. Подходит все идеально. Все как надо. Давайте посмотрим, как будет выкручивать. Так, вот так, в эту сторону. Так, все готово. Готово. Так, ну-ка. Даже головка нагрелась. Ну все, вот идеально. Все быстро. Ну вроде бы со своими функциями справляется. Буду я его возить с собой в УАЗике. Это точно. Бывает, такого нам не хватает в каких-то местах. Бывает трудно сорвать гайку. Вот этим инструментом будет намного попроще. Так, ну пока сказать что-то точно не могу. Буду еще дальше пользоваться. Ну и в процессе буду вам рассказывать свои впечатления. Но на первый взгляд, ну как бы инструмент вроде достойный. Стоит он не так дорого. Да и в принципе за свои деньги это работает. Здесь плюс 10. Ну что, пока я занимался, конечно же, печка полностью прогорела. Да, сейчас буду затапливать по новой.
Хочу сегодня ужин сготовить на костре. Взял я с собой яйца. Здесь у меня оливки. Картофель взял, чеснок и колбаски охотничьи. Сейчас я подготовлю все и пойду на улицу. Растоплю уличную печку и зажарю. Готовить я буду на новой чугунной сковороде. Нужно мне ее будет сейчас прокалить, и только потом буду готовить. Начинает прогорать масло, вот образовывается белое пятно. Вот мне нужно будет всю сковороду полностью вот так обжечь, чтобы стала белая она. Пахнет маслом вообще жесть. Вот, друзья, хочу в скором времени начать заниматься вот этой стороной. Вот здесь нужно подконопатить, вот здесь буду конопатить, шлифовать. Вот тут я уже начал, проверял тогда. Вот, наверное, уже в следующем выезде начну тихонечко все это сдирать. Сегодня, если будет время, вот весь мох этот подутыкаю. В общем, буду эту стену готовить по краске. Тихонечко, тихонечко. И в планах на майских праздниках ее полностью закрасить. Ну и ту, соответственно. Ну и вот фронтон вот этот. Так что вот так. Тихонечко, не спеша буду. Все это где-то подутыкается, где-то что-то подконопатится. Ну и, соответственно, все это буду шлифовать прямо подчистую. Пока прокаляется сковорода, хочу вам немножко рассказать, может быть, и поделиться небольшими планами на будущее. Вот. Что касается этого участка, есть еще в планах, это в этом сезоне, ну, соответственно, закончить предбанник, это не так много осталось. Покрасить избушку до конца. Конечно, если подвернется, то и покрашу баньку в этом сезоне. Вот. Хочу усовершенствовать зону готовки. Вот. Пчелами заниматься это, соответственно. Вот. Ну и когда вот это я закончу, я хочу начинать новый проект. Что будет в новом проекте, вы узнаете дальше. Поэтому, кому интересно, следите, конечно, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Сковорода у меня побелела, масло полностью выгорело. Сейчас я буду ее снимать. Уберу пока в сторонку, немножко она отстынет. Обработаю маслом, чтобы создать первый флютюр. Ну и буду готовить. Обязательно, друзья, перед тем, как готовить на новой посуде, на чугунной посуде, ее нужно прокалить. Желательно вот это делать на костре. И обязательно обработать подсолнечным маслом.
Самая вкусная еда, друзья, это еда, приготовленная на костре. Теперь хорошо видно. То зеркало было маленькое. Это прям все сразу четко себя видишь. Все, больше дел у меня никаких нет на улице. Буду я сейчас отдыхать. И хочу сегодня на ночь, в ночь точнее, приготовить кулич. Завтра у нас Великая Пасха. Вот хочу испечь кулич. Какой будет состав? Это одно яйцо, сахар, ванилин, масло сливочное, потом изюм, дрожжи, мука, ну и молоко еще. Все начинаю готовить. Что, тесто я замесил, добавил изюм. Все, пускай теперь отдыхает. Накрываю полотенцем. Немножко тесто поднимается. И потом в форму буду отправлять. Переложил я тесто уже в будущую форму. Все, сейчас снова убираю. Пускай немного тесто поднимется. И буду отправлять запекаться. Кулич я отправил в печку, теперь жду, пока испечется. Ну все, друзья, кулич готов. Накрываю его снова полотенцем. Все, пускай у меня отдыхает. Завтра с утра буду пить чай. Доброе утро всем. Решил я с утра проконопатить
эту стену мог подбить где-то, возможно. Вот. Готовлю стену покраски. Сегодня постараюсь всю эту стену проконопатить, подбить. И в следующий раз буду уже болгарочкой шлифовать ее. Первую зиму сруб показал себя очень хорошо. Бревна еще были сырые. Стояла жара всю ночь. То есть с утра просыпаешься, такая же температура, как и перед сном. Вот мы, когда вьюшку закрывали. Вот. Последующие года уже сруб сохся. Вот смотрите. И вот у нас самые проблемные места это были как раз углы сруба. Вот здесь больше всего у нас и холодного воздуха поступало. Ну все, я здесь все сделал. В принципе, на сегодня все. Ладно, пойду в избушку. Будем кулич пробовать, как получился он у меня. Настоящий, друзья, таежный кулич. Да, все, полностью пропекся. Давайте испробуем кулич. Белка у меня нету. Я думаю, вместо белка сгущенки мы сверху сделаем. Самый настоящий таежный кулич у нас, друзья. Ну давайте. Да, настоящий кулич. Тесто мягенькое, пышное, сладковатое, изюм, все как надо, друзья. Супер! Ну все, я готов выезжать. В принципе, душу я отвел. Спустя 3 недели, знаете, это очень даже полезно, я считаю. Вот. Ну и все, в принципе. Приеду уже сюда через неделю. Так вот, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, комментируйте. Подписывайтесь, кому интересно. Не забывайте про соцсети. Инстаграм, Телеграм. Группа ВКонтакте есть. Там мы пополняем группу роликами старыми. Вот. Ну все. До следующего раза. Всем пока.